Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на август 2023 года. Будем с вами анализировать крайний летний месяц, какие перемены он вам принесет и, в принципе, чего вам стоит ожидать от этого периода. Сегодня будем с вами работать с викторианским таро, а также Ленорман Золотого века. Поэтому настраиваемся и начинаем смотреть событийный ряд. Работаем с вами по стандартной схеме. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт на месяц. Надеюсь, вы готовы? Приступим. Итак, общая энергия месяца. Что у вас здесь? У вас ложится старший аркан Император. Карта, которая говорит о ситуации стабильности, контроля, лидерских позиций, рост вашего авторитета. Безусловно, это может быть взаимодействие с влиятельными людьми, будь то ваше руководство или новые бизнес-партнеры, а также взаимодействие с отцом, супругом, братом. То есть человек, который может вам оказать какое-то содействие, поддержку, помощь, протекцию в решении ваших вопросов. Для кого-то эта карта может ознаменоваться, в первую очередь для мужчин, конечно же, она говорит о ситуации нового социального статуса, то есть вы можете стать супругом или отцом, для девушек и для женщин об обретении партнера, если такового у вас нет. Ну, давайте смотреть и анализировать, что по факту есть в этом аркане. Здесь семерка, император и семерка чаш. Эта ситуация не то чтобы когда вы идеализируете ситуацию, но когда некий человек способствует вам избавиться, во-первых, от ваших иллюзий, стоять, скажем так, иметь твердую почву под ногами, но вместе с тем посмотрите, сколько здесь богатств, сокровищ. Это обрести не только какое-то убеждение и желание, это реализовать ваши мечты. То есть этот месяц поспособствует тому факту, что будут сбываться какие-то ваши планы, ваши цели, ваши задачи. То есть то, что вы себе прописывали, ставили во главу угла, то, что для вас было крайне значимым, вот это у вас будет осуществляться. Если смотреть и анализировать вопрос работы по аркану Маг, прекрасный период, прекрасное время. Почему? Потому что это карта эксперта, это карта специалиста. То есть многие из вас здесь могут проходить повышение квалификации, обретая для себя новый статус. Тут есть перспектива повышения карьерного роста, для кого-то обретения работы. Но и сам по себе аркан Маг — это грамотный наставник, руководитель, это эксперт, который может оттачивать ваше мастерство, вам содействовать. То есть человек, у которого вы будете перенимать опыт. Безусловно, все вы абсолютно разные. Кто-то работает, кто-то нет, поэтому наша задача с вами проанализировать, какой событийный ряд вас ожидает. Для тех, кто у нас не работает и работать не может. Маг и рыцарь чаш здесь по ситуации говорят об интересном предложении. Здесь кто-то может вам посодействовать в том, чтобы вы для себя нашли новый источник дохода, новый источник заработка. Поэтому здесь это помощь и поддержка, которые для вас идут со знаком плюс. Поэтому не упускайте таковой шанс, таковую возможность. Если же вы у нас являетесь соискателем, то Маг и девятка чаш. Карты такие, не могу сказать, что здесь противоречивые. Почему? Потому что, с одной стороны, здесь может быть ситуация отдыха, отпуска, и вы впоследствии будете искать для себя работу. А с другой стороны, если мы здесь обратимся к арканам, здесь дополнительно у нас шестерка чаш. Это благодаря помощи, содействию ваших знакомых, ваших друзей, вашего окружения получить для себя работу. Не могу сказать, что прям работа мечты, но по девятке чаш это ситуация, когда вы счастливы, когда вы радостны, когда вы довольны, потому что работа соответствует каким-то вашим критериям и требованиям. Будь то там условия труда, заработная плата, коллектив, еще какие-то нюансы. То есть вы здесь счастливы и довольны по ситуации. Если смотреть вопрос, это для тех, кто у нас является наемным сотрудником, то Маг и дьявол — это ситуация искушения. Здесь действительно вы можете стать таким, знаете, профи в своей нише, в своем вопросе, в своем детище. Но для вас это перспективы повышения с новыми обязательствами.
Конечно, потому что, ну, просто так оно само с неба не падает. Здесь будет очень много ответственности. И, скажем так, по дьяволу вас здесь подвяжут на новые рабочие задачи. В чем-то вы, скажем так, не то чтобы будете этому не рады, но для вас это, знаете, как изучать, углубляться в эти процессы, шлифовать свое мастерство. Это потребует от вас много времени, задач и сил, но это будет того стоить. И в целом эта связка карт, она сама по себе символизирует легкие деньги. Не то чтобы они вам сами сыпятся с неба, это не так, но это могут быть какие-то премии, бонусы, надбавки, может быть индексация заработной платы, то есть в любом случае как увеличение вашего дохода. И если вы владелец собственного бизнеса, шестерка чаш, здесь либо возобновлять общение, взаимоотношения, партнерскую деятельность с бывшими коллегами, с бывшими партнерами, сотрудниками, может быть, уходить в ту нишу, в которой вы работали ранее. То есть для вас здесь окунуться в приятные моменты. И, знаете, если с точки зрения текущего бизнеса, это внедрение инноваций, но какого плана? Все новое – это хорошо забытое старое. И вам в этом не будет равных. Это подать всем давно уже известный там товар, продукт, услугу, но как под новым соусом, по-новому. И это будет у вас пользоваться спросом. Если мы с вами посмотрим и проанализируем ситуацию с точки зрения финансов. Ну, по королеве чаш. Это радость, это сытость, это достаток. Безусловно, сама по себе карта показывает, что женщина водной стихии, рак, скорпион или рыбы, может повлиять на увеличение вашего дохода, на рост вашего изобилия. Почему изобилие? Обратите внимание. Кувшин полный, ангелочек сыт, да, уже даже нет сил играть здесь на лютне либо на арфе. И сама девушка, она уже, знаете, как засиделась, уже пресно, хочется новых эмоций или ощущений, потому что, ну, здесь жизнь в достатке, в комфорте, эмоциональная стабильность, роскошь, удовольствие. Поэтому и здесь в плане финансов вы не только будете закрывать ваши базовые потребности, но и стремиться к большему, потому что для этого будут ресурсы. Если мы будем смотреть с вами вопросы здоровья, восьмерка чаш. Восьмерка чаш – это акцент для тех, у кого проблемы с отеками. Варикоз, варикозная сетка, расширение вен. Пожалуйста, обратите, пожалуйста, на это внимание. Если оценивать ее с точки эмоционально-депрессивного состояния, то здесь я такового не вижу. Почему? Потому что если открывать колоду, у вас здесь ложится тройка пентаклей. То есть это больше, знаете, как последствие того факта, что вы очень много времени проводите в каком-то положении, или в сидячем, или на ногах. То есть у вас в одном случае могут быть передавленные сосуды, плохое кровоснабжение, в другом это как излишняя нагрузка на ваши ноги. Поэтому можете здесь ощущать этот дискомфорт. Поэтому карта рекомендует вам заняться этими вопросами. Личная жизнь. Но здесь все прекрасно. Аркан влюбленный. Здесь нет ситуации выбора. Здесь довольство и тем, что вы имеете, и тем, что вы получаете, и то, как развиваются события. Потому что влюбленные – это партнерство, для кого-то примирение, для кого-то новые знакомства, если вы свободны. Будем прояснять эту ситуацию. Но, как показывают арканы, однозначно здесь будет и забота, и любовь, и поддержка. То есть вы здесь будете раскрываться в новом качестве. То есть ощущать себя не только, что вы любимы, но и будете любить в ответ. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас на текущем этапе свободен. Что же здесь? По пятерке мечей. Здесь ситуация, когда вроде бы все против вас, и вы здесь один на один со своей ситуацией, у вас на колоды падает карта мир. Это может быть знакомство с кем-то в интернете на конфликтной ноте, либо в поездке, в дороге. Еще по аркану мир это может быть какие-то, допустим, консульство, посольство, куда вы можете обратиться там с документами. И вот здесь на фоне каких-то, споров, потому что, видите, пятерка мечей, десятка мечей, это когда у вас какая-то острая или конфликтная ситуация, то есть вам нужно в срочном порядке решить какой-то вопрос. По аркану влюбленный это происходит знакомство неожиданно для вас. Причем по пажу чаш человек здесь может быть младше вас, ну, либо выглядеть просто моложе. И неважно, девушка вы или мужчина, но здесь, знаете, как такая легкость, непосредственность, открытость. И вас это эмоционально зацепит, что человек, ну, крайне радушно будет к вам расположен. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас находится в любовных треугольниках, что же здесь? Паж жезлов с картой влюбленные. Это страсть, это ревность, это неподдельный интерес, это вопросы
когда хочется углубляться в партнера, узнавать его больше, глубже. То есть это, знаете, как ненасытность, потому что в связке с этими картами это как желание больше и чаще проводить время. И вы действительно будете к этому не только стремиться, прилагать усилия, но и сделаете все для того, чтобы так и было. Поэтому здесь как второй медовый месяц у некоторых может быть. Если вы в стабильных союзах, то влюбленный и пятерка пентаклей. Здесь ситуация кризиса в отношениях может быть, когда вы понимаете, что если вы сами не постараетесь над тем, чтобы исправить ваши взаимоотношения, никто за вас это не сделает. Поэтому это будут попытки идти на компромисс, находить точки соприкосновения, пытаться вдохнуть в ваши отношения жизнь наново, то есть каким-то образом ее реанимировать. Шестерка пентаклей говорит о том, что кто-то будет справляться и решать эти проблемы при помощи психолога. Не обязательно это может быть совместная семейная терапия. Здесь, если смотреть по картам, это, допустим, можете быть вы на терапию психолога, либо просто ваш партнер. Но это благоприятно поспособствует укреплению вашего союза и решению насущных проблем. На совет. У нас здесь ложится аркан повешенный, или как мы здесь видим, обратите внимание, у нас тут на публике, на таких вот присосках, магнитах ходит девушка, но не могу называть ее канатоходцем, это больше, знаете, так какие-то такие гимнастические трюки и упражнения. Так вот, здесь эпатировать, удивить, завлечь. Здесь повешенное — это как вести себя нестандартно, избрать новую модель поведения, новый подход к людям, к ситуации, к решению вопросов. В чем-то, может быть, шокировать публику, ваше окружение. Но тем самым вы знаете, как поломаете и концепцию по отношению к вам, то есть, допустим, если кто-то к вам относился предвзято, это как удивить своей экстраординарностью, своим интересным подходом, увлечь и, самое главное, знаете, как здесь удержать баланс. То есть выстраивать отношения, ситуации так, чтобы в первую очередь было комфортно вам. Но в плане совета и рекомендации аркан еще советует делать все крайне осторожно, потому что один неверный шаг, одно неверное движение, и вы здесь будете, по сути, на краю пропасти. То есть упасть в обрыв. Несмотря на то, что вот здесь как бы страховка, да, то есть даже ваши необдуманные действия, по сути, не усугубят вашу жизненную ситуацию, либо на нее не повлияют, но тем не менее, это, знаете, как не рискуйте, действуйте неспешно, поэтапно, и все у вас будет получаться. Посмотрим с вами неожиданность этого месяца. Какова здесь будет ситуация? Гора, букет, мужчина. Не зря у вас здесь падает карта императора. И дно колоды здесь падает карта крест. Ключевые события, знаковые события. Итак, гора, букет, мужчина. Это с подачи мужчины, с его содействия, преодоления каких-то препятствий, сложностей, проблем. Потому что букет мужчины — это своего рода как сюрприз, подарок, помощь, подспорье, достижение. Дальше у кого-то в прямом смысле слова подарок из-за рубежа. То есть может быть посылка, благоприятное какое-то известие, неожиданный сюрприз. У кого-то еще знакомство через интернет или знакомство за рубежом. Причем еще раз сделаю акцент на том, что оно будет как неожиданного плана, неожиданного формата. Поэтому для вас это прекрасный месяц, плодотворный и продуктивный. И мы закроем эту колоду, ваш расклад соответствующими картами, чтобы все у вас так продуктивно проходило и получалось. Мои хорошие, вы, пожалуйста, по прошествии месяца дайте знать, напишите, как для вас отыгрывается расклад. Отыгралась ли эта информация? В принципе, какие у вас перемены произошли, какие события? Был ли этот расклад с вами созвучен? Я буду вам признательна за ваш энергообмен. Также вам благодарна за ваши лайки, ваши комментарии, ваши донаты. Поэтому коммуницируем, продолжаем быть вместе. Благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. Еще услышимся.